Всем привет! Вы находитесь на канале Радости частного дома, и с вами, как всегда, Вадим. Приобрел я вот такую соковыжималку, и сегодня хочу сделать на нее самый честный обзор. Дело в том, что когда ее покупал, зашел в интернет и не нашел ни одного замечания по этой соковыжималке. И, естественно, я ее купил. Почему честный обзор? Потому что я ее купил за свои собственные деньги, никто мне ее не присылал. Это соковыжималка фирмы Белома, Белоруссия. То есть, в принципе, наша модель, как говорится. Давайте я сейчас вкратце пройдусь по ее техническим характеристикам. Производительность выжимания сока не менее 830 грамм в минуту. Грубо говоря, 1 литр в 1 минуту. Очень быстро, очень мощная соковыжималка. Частота сока в процентах не менее 92. И самое главное, эффективность отжима, то есть жмыха, не менее 50%. Длина шнура 1,5 метра наматывается снизу. Вот эта вот чаша предназначена для жмыха, а вторая, с другой стороны, для сока. Емкость ее 1 литр. Теперь сверху у нас расположен толкатель, вот так он выглядит. Теперь вот эти вот скобы отстегиваем и снимаем верхнюю крышку. Здесь у нас расположен только рычаг сброса жмыха. Теперь нам необходимо открутить вот эту гайку, которая держит диск и сам барабан. Барабан состоит у нас из маленьких-маленьких дырочек, а вот этим диском он толкает то, что мы сюда будем закидывать, как говорится, помидоры, яблоки или другие какие-то фрукты. Теперь у нас здесь расположена вот такая крышка, называется скребок, и сам корпус соковыжималки. На корпусе соковыжималки у нас расположен лоток для слива самого сока. Ну а в той части самой соковыжималки у нас расположен, естественно, двигатель. Очень легко собирается, там все предусмотрено, дырочки, пазы, надо просто в них попасть. И вот таким вот образом собираем в обратном порядке полностью соковыжималку. Соковыжималка у меня полностью собрана, и теперь я вам покажу, как она справляется со своей обязанностью. Включаем ее, кнопка у нас расположена на корпусе, и начинаем сюда забрасывать помидоры. Есть огромный минус у этой соковыжималки. Когда мы забрасываем сюда помидоры, необходимо сразу же рукой прикрыть их. Иначе все семена или какие-то части томатов полетят прямо в вас. То есть вот такой вот огромный минус у этой соковыжималки. Необходимо после заброса самих помидор сразу же прикрыть их рукой, иначе вы будете в помидорах. И теперь не забываем периодически нажимать на рычаг сброса жмыха, чтобы у нас жмых со стенок барабана снимался. Он сразу же улетит вот в эту вот емкость. Я озвучиваю это видео уже спустя месяц после эксплуатации этой соковыжималки. По-прежнему остался вот этот вот большой минус, что надо прикрывать помидоры руками, потому что они разлетаются по кухне. А второй минус — появилась небольшая вибрация. Ну, пока небольшая, ну, посмотрим потом. Я уже на ней переработал буквально полтонны помидор. Но я вам скажу, что в принципе машинка прям реально хорошая. Я 3 ведра помидор перерабатываю буквально за 15-20 минут. Уважаемые разработчики этой соковыжималки, я бы на вашем месте все-таки побаивался. А вдруг жена батьки решит купить эту соковыжималку и будет вся в помидорах? Я, конечно, не знаю, что с вами будет, но месяц в вас будут кидаться помидорами, это точно. Я, конечно же, шучу, но в каждой шутке есть доля правды. Вот я вам показываю сок, абсолютно чистый, ни кожуры, ни семян здесь нет. Это я вам точно говорю 100%. Вот я вам показываю еще раз сок, посмотрите, абсолютно чистенький. И теперь давайте же посмотрим на саму соковыжималку, в каком она у нас состоянии после
3 ведер переработанных помидор. Все в помидорах, как говорится, вся соковыжималка. И теперь давайте посмотрим на жмых. Жмых, я вам скажу, это вот после 3 ведер. Практически сухой. Вот реально практически сухой. Отжимает соковыжималка идеально. Покупать или не покупать, решать, конечно же, вам. Это был мой честный отзыв о этой соковыжималке. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока-пока.